вот такой нежданчик взять и выйти в эфир. Проснулась утром и себя спросила, что я хочу. И я поняла, что сегодня я хочу просто пообщаться с моими дорогими подписчиками. Вот. 10 утра почти что. Прекрасное субботнее утро, но у нас немножечко в Хургаде пока ветра. Ну, какие-то вот ветра начались, не пойму, это с чего. Это апрель месяц, уже должно быть тепло и ветра. Вчера ездила на съемки в Сахал-Хашиш и также встречалась со своей подписчицей, ну, как бы, которую я давно уже знаю, потому что, как бы, у нас такие уже отношения очень теплые, давнишние, старые, очень такие, как сказать, ну, особенные, вот. Поэтому день вчера провела в Шарм-эль-Шейхе, хотела сказать, в этом, господи, видите, что ресурс вчера потрачен, наговорила всего много, очень вчера много разговаривала, а сегодня уже все, язык не может нормально работать. Да-да, привет, Людмила, привет, рада вас видеть всех. Ну и, значит, сделали интервью с Александром Александрином вчера. Он в эфире будет через 2 дня, это видео уже онлайн. И была у меня важная встреча, в общем, и встреча с подписчицей. Так что вчера намерзлась в Сахал-Хашише, вообще просто невероятно. Вот. Но можете задавать вопросы. На легкие вопросы отвечу, на более серьезные не буду отвечать. Ну, отвечу только при других условиях. Сделала себе какао. Кстати, как меня слышно? Э, Да, спасибо большое. Доброе утро. Как меня слышно? Я теперь уже какао пью, видите, иногда. Ой, молока не было, какао без молока. Какао на воде. Нет, нет, пока ничего не известно. Водичка у нас отличная. Водичка отличная. Я хожу плавать через день, когда есть возможность, потому что, ну, несмотря на то, что я живу рядышком с морем, ну, не совсем рядышком, там метров 300 к морю, то, ну, не всегда хожу плавать. Э, ну, так я же сделала видео на эту тему, что преступников, если найдут, то, как бы, конечно, их нашли, но правду вам никто пока не будет говорить. Ну, это же особенности, понимаете? Ой. Вот, так что вот. Ну, можете задавать какие-то вопросы, несложные, легкие. Сейчас в Хургаде так много новых людей, очень много. Причем те, которые прилетают люди, они нам всем очень интересны, потому что кто тут давно живет, мы уже такие, как бы сказать, ну тут уже засиделись, уже как-то вот. А те, которые приезжают, они с такой еще новой энергией, и они нам очень интересны, мы с удовольствием знакомимся, беседуем, общаемся. Ну а мне тем более интересны. э, по своим причинам. Очень жалко девушку. Я из принципа не полечу в Дубай никогда. Но вот честно, я вам скажу свою жизненную позицию. Вы привыкли, что я отличаюсь оригинальностью и своими взглядами на жизнь. Вот все почему-то хотят в Дубай лететь. Я, допустим, хочу себе в лесу построить домик и жить в лесу. Иметь свой такой небольшой огородик, парники, там цветочки, деревья, сад обязательно, потому что я очень люблю яблоки. И в этой местности жить. Вот прям возле леса, если там еще речка будет недалеко, то шикарно. Но я никогда не хотела ни в какие Дубаи. Мне не надо от них ни подарки, ни сумочки, ничего. Это вот счастье, знаете, в чем счастье? В самодостаточности и в
как сказать, в реализованности. То есть если вы себя можете реализовать, то вы счастливый человек. Коплю на дом. Правильно, вот. Я буду в гости к вам ходить, а вы будете ко мне ходить. Правильно, я очень хочу. Причем самое интересное, что я бы его вообще хотела, э, ну, это невозможно в наших странах там из дерева. Но я имею в виду, что деревянные домики, они обычно холодные. Не, ну если правильно там как бы построены, то можно. Вот прям такой а-ля деревянный домик. Ну, конечно, я бы вела еще в YouTube, свой канал в YouTube, показывала бы вам свою жизнь, как я там сижу на крылечке, вяжу, ягоды собираю, хожу по лесу, там на рыбалку хожу. Ну, в общем, я хочу такую жизнь, обычную, такую деревенскую, вот. Но я никогда не хотела в Дубай. Не хватает этих высоток с Москвы. О, кстати, возникла тема у меня в голове по поводу высоток. Вот вы знаете, сейчас так вот модно поселяться вот эти высотки, вот красивые дома, вот эти высокие, высоченные. На самом деле, знаете, как вот их называют? Есть муравейники, а это человейники. Потому что вот так вот людей засунуть в маленькие квартирки, сейчас их делают маленькими, знаете, для чего? Для того, чтобы человеку было как бы очень, очень некомфортно жить. Создавать такие условия, где ему будет как-то тесно, мало личного пространства, мало собственного пространства. Вот представьте, молодая пара женится, и после свадьбы они переезжают в этот домик, в этот человейник. И сейчас такие недорогие в Москве эти студии, потому что они больше себе не могут позволить. И живут в этих студиях вдвоем. Вот, и мало пространства, мало места, и поэтому как бы эта семья даже не может нормально долго существовать. И вот я вам говорю, стремитесь в деревню, вот отдельно, чтобы у вас было свое большое пространство. Вы будете себя совершенно по-другому чувствовать. Человек должен жить на земле, а не на каком-то 14 этаже. После 4 этажа человек уже теряет полностью связь с землей. То есть поэтому люди болеют, уязвимые, легко манипулировать ими. То есть 14 этаж, что там прикольно, вот мои знакомые в Москве купили. Господи, ты уже оторван вообще от энергии Земли, и у мужчин слабеет потенция, ну как бы много там всяких нюансов. То есть домик в деревне это прям супер. И желательно, ну это я хочу построить сама. Ну вот что такое вот город? Вас загоняют в город, дорогие подписчики, вас там развлекают всякими концертами, всякими шоу, всякими матчами, всякими программами развлекательными. То есть вас загнали вот в это скопище, и вас там развлекают. Развлекают, ну, чтобы вы не понимали, что происходит, что вообще творится в мире, что творится с вами, что творится с человечеством. Вот вас так развлекают вот в больших городах. Там же есть сайты с программами, куда хотите, там идите, вас развлекут. А если вы будете жить на природе, у вас будет совершенно другое ощущение мира и счастья, скажем, реальности. Понимаете? Э, Вы на фоне вчерашнего камыша, да, правильно. Я очень люблю эти камышики вообще. Такая вчера шла по городу счастливая, поехала еще на Шератон. Там надо было мне... Иду по городу такая счастливая, там все улыбаются, мужчины. В общем, да, мы для них такие странные со своей непосредственностью. Самое прекрасное решение и даже мысли другие, все другое. То есть вы там сможете выращивать какие-то минимальные овощи, там клубничку посадить, овощи, ну, там зелень какую-то. Вот такое минимальное, что нужно там, чтобы салатик сделать, чтобы поесть чем-то, просто чтобы была зелень всегда. Вот. Ну да, мы тут можем купить, но это все химическое. Это тут все на жутком удобрении, просто. Вот. А,
Так. Зачем покупали квартиру в Египте? Вы что, я не покупала квартиру в Египте и не собираюсь. Я тут просто в гостях. Ребенок пока учится, потом поеду в другую страну. Буду так путешествовать, снимать на канал, а потом где-нибудь там остановлюсь. Зачем? Зачем мне покупать тут квартиру? Нет. Что-то не понравилось, взяла чемодан и переехала в другую. Шум или там какие-то соседи шумные. В лесу свои минусы, комары. Так тут тоже комары. Тут мы тоже и брызгаем, и то, и все. Эти минусы, это другие минусы. Понимаете, от комаров можно защититься. Сейчас уже множество разных средств. Она вас спрашивает, да? Я поняла. Ой, нет, я в Египте не планирую покупать недвижимость, потому что я понимаю, что как только Маркус закончит школу, вряд ли я тут останусь жить. Я хочу жить на природе. Ну, может быть, буду приезжать там на зимовку на определенное время. А так я хочу жить на природе. М. Так что вот так. Задавайте еще вопросики. Ну хорошо, а почему тупанули? Вы этим расстроены очень сильно? Вы же можете ее легко продать. Причем, ну, вот в данный момент в Египте, в Хургаде, ну, в Египте военное положение у нас. Вот мой знакомый тоже продал квартиру и уехал в Москву. Но все так как-то. Хотели жить около моря, но пожили же ж. Вот, пожили. Вот, теперь можно продавать. Не, ну почему? Тут хорошо приезжать там, как бы вот проводить какое-то время, но не жить, но не на всю оставшуюся жизнь, чтобы вот тут вот сидеть и вот так вот в пустыне вот тут. Ну, это я так, видите, фантазирую. Вот. Я выросла, когда закончится война, приеду когда-нибудь в то место, где я выросла, где проходило мое детство, мои каникулы у бабушки. Там у нас есть кусочек собственного леса, очень много земель, много садов разных. Вот это все. Но они сейчас запущены, там, наверное, какие-то яблочки растут. Я хочу это все увидеть, посидеть, походить по этой земле, понимаете, и эм, показать вам. И я вот в таких местах испытываю невероятные чувства. Продаете 3 года безуспешно? Да вы что? Так, может быть, я вам своих друзей дам? Они как бы такие минимальные цены ставят за эту сделку. Они вам помогут. Хорошие девчонки. Так, да, да, годы идут, и планы меняются, приоритеты другими становятся. Верно, верно. Наша Вида 13 мая прилетит. Ну, конечно же, она не со мной встретится, она встретится со своим Альфонсио. А ради Альфонсио отрезала лицо, руки. Причем я ей позвонила, она взяла вот так, включила камеру, и ну, видеокамеру. Я чуть в обморок не упала. Я говорю, ты что, ты как Франкенштейн 90. Зачем ты меня так напугала? Ну, это так смешно было, потому что она все перемотанная, вот так, перемотанная. Вот тут у нее налеплены эти было руки, она вот так лежит, я же не ожидала, думала, она ну, на аудио мне ответит. Но это очень смешно. Да, да, ну понятно, вы обратитесь ко многим, можете обратиться. Кто-то вам продаст там быстрее, может быть. Но я не знаю, как вам в этом помочь, не знаю.
Если бы, наверное, продавала, я бы обратилась ко всем, кому только можно. Вот. Ой, ну она пока не расскажет. Она расскажет, когда на самом деле она что-то еще ждет от него. Сейчас он ее жестоко разочарует, потому что там уже куча денег вложена. Разочарует ее, и она все сама расскажет. Подождите. Все она расскажет. Кого бы мы могли посоветовать? Ой, ну это вот, ну есть у меня и тут вот друзья, которые занимаются этим. Это ж, напишите, ассистенту на WhatsApp, он вам сообщит, ответит. Под каждым видео есть номер ассистента, обращайтесь. С ней в эфире. Вот это Вида молодец. Так а что молодец? Сколько она заплатила за это? Сколько она заплатила за это? То ли 15 тысяч долларов, то ли 10, то ли 8 тысяч долларов. Но сейчас она приедет, вам расскажет. Сейчас, подождите. А еще сколько на Альфонса вложила? Ай, что-то молодец. Молодец это когда человек, господи, занимается чем-то таким, ну, как сказать, э, ну, просто совсем по-другому мыслю. Просто, понимаете, я бы пошла котов и собак кормить по городу, но не альфонсом бы давала. Ну, как сказать, я бы получала от этого не меньше удовольствия. Господи, прости меня за правду, но это пиздец пиздецовский. Валентина, да, это она у нее уже не первый раз. Первый раз она отрезала живот, потом руки, потом лицо. Я ее очень люблю, уважаю, но вот хочу, чтобы она наконец-то как-то переосмыслила вот это все. Я вот в Турции с мужем и не можем купить квартиру, здесь цены заоблачные. Конечно, лично я не хочу в городе, где-то ближе к деревне. Да, 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 цветы, все такое, негде садить. Мы в съемной квартире. Я вас понимаю, Лилия, купить квартиру. Но там сейчас же тоже очень дорогие цены. Да, в Египте военное положение сейчас. Ну, как вы не знали? Алекс, Вика, как всегда, очень и пабельно. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. 33 человека. Задавайте вопросы. Будет у нас разговор такой интересный. Про военное положение рассказывать? Ой, ну я вас умоляю. Я лучше вам расскажу, что я вижу. Маркос? Но вообще мне с ним легко договариваться, потому что он взрослый. Опа. Он взрослый. То есть я с ним могу договориться. А, Несмотря на то, что он ребенок еще, вот у него взрослый ум. У него нет этой инфантильности, тупости, непонятности. Поэтому я с ним могу поговорить как со взрослым. Причем он такой и был, по сути, с детства. Он какой-то был такой... Но и я такая была в детстве. Я была какая-то такая взрослый ребенок. То есть у меня глаза были такие взрослые, серьезные, понимающие. Я все, как, ну, мама даже говорила, что я выросла даже незаметно для всех. То есть я сама по себе. И Маркус тоже такой. Ну, получается, как бы, видите, я занята часто, туда-сюда, в общем, ему приходится быть взрослым. Ну, а вообще вот
послушное дитё, как бы каждый человек же рождается, он же это личность. И если мы там родились чуть там на 20-30 лет раньше, это не означает, что мы умнее. Может быть, наоборот, дети для того, чтобы учиться у них всему. Вот. Я так считаю. Не, Маркус, он такой мой друг. Очень такой толковый мальчик. Нет, нет, нет. Ну, Хургада, она как была, так и будет. Тут все обычное, все проходит обычной жизнью. Эм, Единственное, что вот это там на границе, там свои там у них положения. А так, как сказать, м, ну, Хургада, тут все в обычном режиме, мы тут живем, ничего не ощущаем и не можем ощущать, потому что это туристический город, тут люди наслаждаются жизнью, отдыхают, и город делает, также в Шарм-эль-Шейхе, город и делает все для того, чтобы тут было максимально ну, комфортно. Тут у нас нет ни танков, ничего, нет, это там на границе у них своя позиция. Ну, так это не секрет. Вот. Эм, Езжайте в Египет. Обязательно езжайте, отдыхайте. Это прекрасное место для отдыха, для восстановления здоровья, для того, чтобы вот вернуть себе силу. И тут места силы есть. Но тут места силы ощущаю везде. Некоторые ездят в определенные места, но я ощущаю их везде. Прям, понимаете? Вот, поэтому так. Сейчас, секундочку. А то тут что-то натворила. Так что приезжайте, приезжайте, обязательно наслаждайтесь отдыхом. Если у вас будут какие-то вопросы, консультации или какие-то деловые вопросы ко мне, то мы можем с вами встретиться. Так просто, к сожалению, я не встречаюсь, потому что у меня нет на это ресурсов, нет у меня времени на это. И я думаю, что вы понимаете, что я очень занятой человек, поэтому я встречаюсь только, если какие-то деловые встречи. Вот. Марина Григорьева, Виктория, я недавно стала смотреть ваш канал, мне очень нравится, и вы, и ваша подача материала, особенно Мария Торрес. Да, Мария Торрес, ой, скоро мы с ней встретимся. Надо ее выловить, красавицу. А у нее то там концерты, то там она поет. Я только лайки ставлю. В общем, скоро мы встретимся и сделаем очень интересное интервью. Мария так рассказывает, что я слушаю, когда когда она говорит мне, я слушаю, потом, когда монтирую, и когда загружаю, слушаю. Ну, в общем, я ее обожаю слушать. У нее действительно прекрасная подача информации, просто супер. Поэтому понимаю вас, но я стараюсь таких вот приглашать людей, что могут что-то донести до подписчиков, могут что-то такое ценное дать с опытом, с интересной жизненной позицией, со своим таким мировоззрением своим, так скажу. Вот, так что вот так. Да, дорогие подписчицы и подписчики, ставьте лайки, не скромничайте. Мне очень нужна ваша поддержка, потому что благодаря моему каналу многие люди получают много информации ценной. Вот.
И, в общем, улучшают свою жизнь, свои отношения и так далее. Вот. Так что вот так вот. Ну, задавайте еще вопросы. У нас сейчас несколько дней ветров было, такие сильные ветра. Уже расслабляешься, уже все свои вещи спрятал, и тут как даст ветер. Можно, я вчера так замерзла, думала, что буду кашлять ночью. Ну, уже сегодня, но нет. Как-то меня пронесло. А так, ну, если вы едете вот еще март-апрель, обязательно берите какие-то жакетики, какие-то курточки, ну, как сказать, ветровки, там, жилеты какие-то, потому что у нас бывают очень сильные ветра еще. Ну, март, само собой, даже вот видите, апрель. Да, так что вот так вот. У меня сейчас на ютубе загрузилось очень интересное видео. Ну вот сегодня в 9 часов вышла в эфир. Женщина рассказывала про сравнение детей миксов и наших детей. Она работает в садике, тут работает в садике, работала в садике в наших странах. То есть так взаимодействует с детками тесно педагог. И она говорит, ну, очень много всего интересного рассказала. Потом, когда прямой эфир закончится, обязательно посмотрите. Посмотрите видео, вот, и, ну, она вам понравится. Скоро мы с ней еще встретимся. Такая вот женщина-огонь, зажигалочка. Смотрите, какой вопрос. М, Очень часто меня спрашивают, как вот приехать в Египет самостоятельно можно. Есть два варианта. Первый вариант: вы берете билет, пишите нам, мы вас встречаем, там в квартиру заселяем и так далее. Есть второй вариант, что вы берете самый дешевый тур, едете в отель, живете там несколько дней, и вот за это время там мои помощники там вам подыскивают что-то, и тогда уже вас забирают с отеля прямо в квартиру. И м, вот сейчас общаюсь с большим количеством женщин, которые сюда переехали, и все счастливые, все очень классные. Все говорят: Виктория, я так, ну, так отошла от этой жизни, от вот этой суеты городской, когда тебе постоянно что-то надо, когда ты покупаешь какие-то вещи просто потому, что ты идешь мимо этих витрин, а эти джинсы тебе 15 вообще не нужны, и эта кофта 27-я, она тебе вообще не нужна, она ни капельки не сделает тебя счастливым, это все запутывает людей, это все, ну, как сказать, э, м, ну, как бы вам пояснить? Ну, если бы у вас была бы какая-то фабрика по изготовлению вещей, да, вещей, ну, вы бы были заинтересованы, чтобы эти вещи расходились, расходились, расходились. Значит, что нужно сделать? Значит, нужно сделать так, чтобы их покупали, покупали, покупали. И, в общем, реклама, она не ищет покупателей, она их создает. Ой, так только Виктория может с одной темы перейти еще на 15 разных тем и э, о разном говорить одинаково хорошо. Так, ну пишите еще какие-то вопросики, дорогие подписчики. Пишите еще вопросики. Ой, вы так много написали, а я не прокрутила. Мы тоже собираемся поехать в Египет. Почему военное это? Не-не-не, все отлично. Это я имею в виду, что сейчас везде, куда только не глянь, везде какие-то военные положения. Время такое. Все у нас отлично. Приезжайте. В Египет, в Хургада на месте. Все мы цветем и пахнем тут. В отеле в шикарном состоянии. Ну да, есть церкви, есть лилия, есть.
Изабелла, все вопросы, если хотите встретиться со мной, все вопросы на WhatsApp пишите ассистенту, и он нам устроит встречу, потому что я не отвечаю на эти, как бы, WhatsApp у него телефон, поэтому, то есть, это, ну, уже слишком много для меня. Он нам организует встречу, и мы встретимся все. Что у вас там 80% пожилых женщин оседают одни женщины. Так ли это? Э, у нас тут много очень женщин пожилых. Это связано с тем, что им здесь комфортно и недорогая страна относительно, и они могут на свои там 200-250 долларов здесь прожить и ходить на море, и больше улыбаться, и чувствовать себя счастливыми. Поэтому здесь действительно очень много пенсионерок, и они себя тут прекрасно чувствуют. В Питере снег, у нас ветер, тут видите как. Мы в конце апреля приезжаем в Хургаду, в море уже вода комфортная. Да-да, комфортная, приезжайте. Это огромный нос так показывает это, камера искажает. Так. А WhatsApp ассистента находится под каждым видео. Под каждым видео просто вниз заходите, и там WhatsApp ассистента, так что обращайтесь. Марина, это вот эти все вещи пишут вещи, ну, люди, которые, как сказать, я называю их рептилоиды. Они больше ничего не могут написать. Ну, нос у меня. Ну, это камера так искажает. Но он у меня такой и не маленький. Не, он у меня нормальный. Но это все мое. Я его это все люблю. Это же только рептилоиды пишут такие темы, понимаете? Такие вопросы. Здравствуйте. Подскажите, лучше приехать на месяц отдыха в квартире самостоятельно или в отель на неделю, а также плюсы и минусы самостоятельного прилета и отдыха. Но это интереснее. Вы можете ходить в разнообразные кафешки, кушать то, что вам нравится, а не то, что вам дадут в отеле. Такая свобода, на разные пляжи можете ходить. М, масса плюсов. В отеле через какой-то момент вам как бы надоест вот эта обстановка. Покушать на море, вечером вас развлекают. И там, если жить долгое время, потому что я жила в отеле 28 ночей перед тем, как осталась в Египте, мне казалось, что я по какому-то, как в тюрьме, по какому-то этому живу. Поэтому, если у вас длительный отпуск, то, конечно, на квартиру. Гэла, я не парюсь, дорогая. Это как бы э, приходит время, ты уже ничем не паришься. М, Есть же вопросы серьезные в жизни, такие, над которыми можно париться. А это все там, я на рептилоида не обращаю внимания. Вот, поэтому вот такие отличия. Ну, если вы хотите, конечно, более серьезную информацию получить и минусы жизни самостоятельной, то это уже на личные консультации, потому что у меня есть блокноты, записи мои, и там вот масса информации, где я делюсь в таких личных общениях. Вот, это мои наработки за 6 лет жизни в Египте. Я очень щедрая и даю информацию на консультациях, очень много. Э, Да, Лана Милана, ну это придурки пишут, я на них не обращаю внимания, спасибо вам. Я чувствую, какие у меня подписчики классные. Вот, собственно говоря, я для вас и работаю, и делаю всякие видео интересные. Да, да, Изабелла, оживают люди. Здесь некоторые беременеют, те, которые не могут рожать. Даже бывает такое, что, ну, часто, что здесь беременеют. И
такие ресурсы организма открываются. Да, прекрасен климат для астматиков, прекрасен климат для тех, у кого проблемы с кожей. Ну и просто вот я жила в Турции 2 месяца, в Анталии, и мне там нехорошо. Ну, как нехорошо? Я не могу влажный климат выносить долго. Вот, и у меня не хватает как бы сил, энергии, я вынуждена уехать. А здесь, да, здесь прекрасный сухой климат, и каждый день, ну, никогда нет дождика, вы смотрите, это солнышко на вас смотрит, и, ну, жизнь такая вот прекрасно ощущается в это время. У нас, кстати, 17 или 18 апреля будет шоу, стендап, артист приехал, Сева Москвин. Вот, так что если вы будете в Хургаде, обязательно пойдите. Есть промокод Виктория, и вам дадут скидку 10% на него. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, мы вчера делали видео с Александром Александрином, и, значит, вот такие вот дела. Вот у нас бывают вот такие культурные программы, видите, в Хургаде. Вот, так что вот так вот. Как вам вообще такие нежданчики, когда я просто вот делаю такие вот нежданчики, включаю прямой эфир и делаю? Как вы к этому относитесь? Вы знаете, вообще, в скольких странах сейчас военное положение? Вы даже не представляете. Вот, если так посчитать, сколько сейчас стран вот задействованы вот в этих всяких... у меня подписчики с Германии приезжали. Им вообще сказали, купите еды на 10 дней, и чтобы мало ли, чтобы у вас был запас в Германии. А вы говорите, то есть это сейчас весь мир такой. Эм, Почему я вам, Виктория, не заняться вплотную сумочками? Бренд сумки от Виктории. Боже мой, вы не поймете, не поверите. Э, У меня на самом деле идей в голове 25 миллионов. Вот ты просыпаешься, и тебе не хватает дня, чтобы это реализовать. И видео, которое я вчера сделала с Александром Александрином, стендап-комиком, я буду монтировать сутки точно. Накладывать звук, соединять с кадрами. Вот. Потом мне надо готовить другое видео, идти снимать. Встреча у меня. И вот эти сумочки уже, чтобы их так масштабно вязать, это просто не хватает ресурсов. У меня даже не бывает такого какого-то дня, чтобы я вот там 2 дня куда-то поехала и просто лежала. Вот как это вот отдых, просто лежать? Вот как-то вот ничего не делать, отдыхать, я даже не знаю. А, Те, кто, допустим, немножко снимает видео, они понимают, что это за работа. Те, кто далеки от блогерства, от монтирования, они не понимают, что это, ну, это сутками это все делается. Поэтому вот это причина, почему я не могу заниматься вплотную сумочками. Вот. Спасибо вам большое, какие теплые слова мне написывали. Большой красивой души. Людмила Жейкова, спасибо. Ну, приедете в Египет, давайте спишемся, свяжемся обязательно. Правильно, правильно. Закон постоянно хоть отвлечься, послушать, посмотреть. Спасибо вам, Гэла. Ну, называю как никнейм, имена не знаю. В субботу хороший нежданчик, да? Дети прикалываются. Да не дети. Не опасно продвигаться по Египту женщине одной, где лучше арендовать жилье, где безопасно. Да не опасно передвигаться одной. Почему опасно? Тут туристы как бы вообще защищены, скорее всего, нас боятся обидеть. Тут есть туристическая полиция, тут ничего опасного нету.
если с придурками не свяжетесь. Ну, я имею в виду личные связи. Изабелла, я даже не знаю. Вы меня засмущали. Засмущали и застесняли. Спасибо вам большое. Знаете, что я очень люблю? Я люблю пшено. Это удивительно. Никогда не думала, что так буду жить, что тут у нас нет пшена. Представляете, гречка уже появилась. Но она была, потом куда-то исчезла. А так где-то была, периодически была, периодически исчезала. То есть мне порой как-то и не получалось ее покупать. Но сейчас уже есть гречка. Спасибо вам большое, Изабелла, спасибо. Так, ой. И самое интересное, всегда пишут подписчики одни и те же. Так приятно. То есть, получается, вот есть несколько человек, которые вот постоянно пишут, постоянно там комментируют, отвечают, там задают вопросы. Кашу, я люблю, знаете, что кашу из пшена и с маслом. И я себя чувствую такой счастливой, когда я это ем. Ну вот. В общем, знаете, почему я счастливая? Потому что мне для счастья нужно очень мало. Вот так вот. Надежда Блохина, спасибо, да, приятно, приятно. Вот. А у меня сейчас еще есть немножко пшена, там на 3 раза, на 3 дня. Я его замачиваю так по чуть-чуть, измеряю, но чтобы на дольше мне хватило. Ну, знаете как, я его измеряю и потом замачиваю, потом готовлю. И вот получается у меня Маркус это не ест, а я ем с маслом. В общем, так вот. Рада вас слышать, видеть. Очень приятно. Арендовать жилье, где безопасно, вы еще меня спросили. Да, ну, это везде безопасно. Ну, тут у нас везде, и в Дахаре, и в Хадабе, и в Каусере полно. э, Ой, на Шератоне, Шератон, Хадаба, Мадерас, Каусер, Мубарак 2, Магавиш, Континенталь. Везде полно иностранцев, везде. Эспланада везде безопасно. Компаунды вот, ну и в таких домиках есть эти дормены охраняют. Да-да, цыплячья кашка, да. Там охрана и собственный пляж. Везде безопасно. Этих домов, ну, в любом доме есть дормен. Дормен, который охраняет, ну, следит за порядком. Э, Общаюсь с большим количеством людей и в домах, и в компаундах. Все нормально. Есть в квартирах тараканы? Да не знаю, может, в каких-то и есть. У нас один раз тоже тараканы завелись в доме, потом их побрызгали, и там потравили, и вот они исчезли. А так даже я была пшикалку купила на всякий случай, потому что 2 таракана была пш-пш, запшикала, а сейчас они исчезли. Видимо, в доме потравили, уже, ну, нету. Так что тут вот эти канализационные пути, поэтому если где-нибудь, если даже у вас идеальная чистота, но там есть какой-то непонятный сосед, где-то там глубоко под вами, и у него грязно, то таракашечка может и к вам прийти. Поэтому, ну, я так стараюсь ничего не оставлять, мусорный пакет завязала и сразу выбрасываю, чтобы не было вот этого запаха пищи. Но сейчас их нет, они пропали, слава богу. Бывает, бывает. 2 раза. Если я вот в этой квартире живу где-то 3 года, чуть больше, то только 2 раза было такое, что таракана видела с периодичностью. Вот, а потом они исчезли. Дорогие подписчики, ко мне лезет Маркус. Скажите, пожалуйста, что его надо постричься. Маркус, покажись. Смотрите. Ну он как чертик, ну Маркус. Ну ты как чепушила маленькая. Ну, Буська. Все ты, малюнька. Тебе надо постричься, манюнька.
Ну, надо тебе постричься, Ну, надо, мама, на надо. айфоне так лучше камера, чем старые. Лучше, да? Да, намного лучше. Ну, конечно, конечно. Ты моя типусилка. Типусилка моя. Ну, посмотри, смотри. Типусилка. Ну прочитай что-то Я типа читаю. Гена. Прочитай Гена. Маркус на русском плохо читает, на английском. Маркус, надо читать тебе О, учиться. она привет, Маркус и что-то. Красивый парень, да. Если дождь идет, они сразу приходят, если дождь идет. Такой хорошенький сын, у меня тоже есть сын. Кто? И бегает, как крыса на полу, цокая ножками. Да вообще тут тараканы. Я где-то даже сделала... Маркус, да, я расскажу. Я один раз убила таракана. И думаю, буду его убивать тряпкой, чтобы не раздавить. И, короче, я специально... Там даже есть видео на канале, коротенькое. И я его прихлопнула. Маркушик, давай, иди туда. Я его прихлопнула, этого таракашечку, аккуратненько, ну, шмякнула его. И я потом... Маркус, закрой, сынуль. И я его измерила, он 5 сантиметров. Представляете, лошадина. Вот такие тут тараканы здоровые. Ёлки, это можно испугаться. 5 сантиметров. Они не такие маленькие, как у нас. Они прям тут звери. Как они такие выросли, блин, большие вообще. Да, Марка симпатяга, да. Вот. Вот такие вот делишечки, мои дорогие подписчики. Ой. Вчера так много болтала, сейчас чувствую, мне хочется спать. Ну, ой, вчера меня Александр Александрин какой-то с супругой угостили капсулой успокоительной. То она, мне кажется, аж сейчас на меня подействовала. Я не могу. Это что там, есть какое-то такое лекарство. Я говорю, ну давай мне попробуй. Я говорю, на меня ничего не действует. Мне кажется, аж сейчас подействовало, почти там через 12 часов. 2 внука у вас? Ой, ну возраст моложе. Ну классно. Детки, это супер. Ваш сын любит камеру, почаще пускайте его в камере. Немножко снять волос не помешает, берегите его. Да-да-да-да. Надо постричь его вообще прям основательно. Ну, это люди, которые никогда таких тараканов не видели. Это можно испугаться. Это серьезно, я вам говорю. Вообще, это прям лошади. Э, Я вот этим средством пшикала, я их убивала. Вот, но сейчас уже, слава богу, уже вот несколько месяцев я уже не вижу в нашем доме. А бывает, вот так просто выходишь, идешь там куда-то, и они с подъезда куда-то тоже идут. Ну, вот потому что мусорников много. Вот. Так что эти себе таракашечки ходят, тут кошечки ходят, и мы вот среди них тоже живем. Среди таракашечек и кошечек. Не-не, я немножечко утрирую, вы так, пожалуйста, не пугайтесь. Это же, ну, это же не везде так. И, ну, бывает, но это иногда только. Еще так не убьешь. Да, да, да. Они бегают быстро, они как лошади. Если вы... Но я вот этим пшикалом их хорошо стреляю. Пш! Они там потом чик-чик-чик корчатся и уже... это самое. Мне кажется, вот этими тараканами отпугну всех людей. Всех желающих приехать. Ты представьте, если таракан залезет ночью на вас. Сезон каких фруктов? В апреле? Так, ну, у нас сейчас пока еще есть апельсинки, мандаринки, гуава есть, арбузы начинаются, уже начались, да. Потом у нас персики начинаются сейчас уже. Что-то у нас еще есть. Ну, бананы тут всегда есть. Ну вот, вот такие. Яблоки будут где-то аж в июне, яблоки. Летает еще, елки-палки, это вообще ужас. Ой, мама дорогая. Ну да. Да-да, тараканы вообще-то летают.
У них же такие размах этих крыльев хороший. Ой, так. Ну что, на сегодня все. 50 минут мы с вами поболтали так хорошенько. Может быть, я вам буду делать нежданчики там в субботу, воскресенье утром. Вот так возьму, выйду в эфир, с вами пообщаюсь. Вот. Ой. Да, мне кажется, только сейчас это самое на меня подействовало успокоительное. Я вчера для эксперимента выпила. Вот, так что вот так вот. Аренда квартиры сколько стоит? Ну, на Шератоне можно и за 100 найти такую плохенькую. Получше уже там, эм, ну, там 150 и выше. То есть вот так вот. 170 и выше. Ну, вот так вот. Привезти Маркусу детские книжки. У нас вот тут есть какая-то сказка. Мы их не особо читаем. Это вы имеете в виду, что у вас дома лежат и никому не нужны, да? А в Таиланде их вообще выращивают и едят, говорят, что они по вкусу как орехи. Это елки-палки, вот это, фу, блин, это же представьте, они же на мусорнике живут, всякое говно едят, и потом их есть, елки-палки. Без матов, что большая редкость. Спасибо вам большое. Ой, ой, не грустите, будьте счастливы. Время все решает, да. Есть хорошие книжки, ну привезите, привезите, почему нет? Я в детстве росла, я помню, у меня столько книг было, я так любила читать, вот прям где-нибудь там спрятаться и читать, мне так это нравилось. Вообще люди, которые читают книги, они совершенно другие. Не, это мне дали успокоительный просто, это вы не подумайте, это он там сам пьет. И я вчера еще выпила очень кофе, такой крепкий, турецкий кофе, и поехала к ним, и мы всегда шутим, там много смеемся, с ним так интересно, с Александром, ну, увидите, там через день-два я смонтирую видео, и вот, такая обстановка веселая, классная, и там он какие-то такие эти у него капсулы есть с Эстонии или с Литвы, не помню. И он говорит, на, Виктория, выпей, ты такая-то возбужденная. Просто так, я говорю, да, она ничего на меня не действует. Он говорит, да не-не-не, выпей. Это самое, сейчас, ну, попробуешь. Это мы так просто дурачимся. Все нормально тут у нас, лишь бы был мир во всем мире. Вот. Вчера такой день был насыщенный. Я сегодня думала, даже говорить не смогу, но это самое, но могу говорить. Эм, Буду благодарна за книжки, да. С какого города? С Хургады. Я живу в Хургаде вообще. Кто-то меня спрашивает. Ой, вчера еле уехала. Была в Сахал-Хашише, еле уехала. Мало того, что я наговорилась, устала, еще эти Уберы, там пишет, допустим, цена 120, он говорит, давай 10 евро. Я говорю, нифига, на тебе там 300 фунтов, ну это 6 долларов там. Вот, ты что, говорю, ну, в 2 раза, ладно, я тебе заплачу, и потом скидываешь эту поездку и платишь, ну, как бы наличкой. Пока с ними торгуешься, пока там договоришься с ними. Ну, это, конечно, да, жесть. Уборщики в Хургаде, это, конечно, отдельная каста. Ой, начинаю хотеть спать.
эфир и ответы. Увидела вас сегодня, подписалась. Вы мне очень понравились. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо, буду периодически выходить в прямые эфиры, беседовать с вами. Если вы приедете, встретимся там, заказывайте какие-то консультации, побеседуем. Обязательно готовьте вопросы. Вот, я поделюсь с вами опытом, который набрала за 6 лет. Слушайте, знаете, вспомнила такой момент, когда я только приехала, еще занималась недвижимостью так плотно, и познакомилась с женщиной. Она хотела там продать квартиру свою или обмен сделать, ну, уже не помню. И вот так мы с ней немножечко подружились. Она так говорит: Виктория, тут есть такие свои нюансы, свои особенности, что касаемо даже вот египетских мужчин. Ну, нам немного таких интересных моментов, там, ну, чуть-чуть наговорила. Я говорю: расскажи побольше. Она говорит: Виктория, иди ты, ну, типа, ну, послала меня. Я, говорит, почему буду с тобой делиться своим опытом? А я вот готова делиться опытом с вами. И если бы, допустим, мне такая Виктория встретилась, как я, у меня бы все вообще пошло по-другому. Вообще все по-другому. А, Но вот не было такой Виктории. Все остальные, они почему-то посылали, какую-то проявляли жестокость, жесткость. Я даже не знаю, с чем это связано. Ну, наверное, раз я испытала эти чувства, испытай тоже. Так, да нет, ну нет, Джули, ну никого не воруют, ну, конечно, безопасно. Тут можете вот ходить ночью, там, но я же вам там не говорю, куда-нибудь ехать в какую-то деревню бедуинскую и там ходить ночью. Хургада, Шарм-эль-Шейх — это туристические города, и они абсолютно безопасные. Вот. Квартиру снимать, я сказала, уже от 150 долларов и выше. Совсем плохенькую, без интернета, без ничего можно и за 100 найти. Вот. Все у нас отлично, безопасно, все классно. Приезжайте. По духу и мировоззрением. Спасибо, Изабелла, спасибо. Мне тоже очень приятно, когда я с Ютуба нахожу людей своих, с таким же мышлением, с таким мировоззрением, с такой вот внутренней начинкой человеческой. Потому что, как показывает практика, и хочу сказать, что человеческих душ — это, наверное, только 3% людей. Все остальное — это люди рептилоидные, которые функционируют на 3 нижних чакрах. Это еда, секс и деньги. Вот. Ну какое рабство? Я тут не слышала, чтобы воровали. Тут у нас таких нету историй, чтобы воровали. М. Вот понимаете, все истории, которые я вам рассказываю, это либо случилось со мной, или с моими вот близкими друзьями. Я же не буду пересказывать историю, которую там вот где-то кто-то увидел в Ютубе, услышал. Это же должно быть достоверно. Я про воровство этого не слышала, но м, на любые приключения вы можете нарваться в наших странах. А сколько в наших странах всего абьюза, убийств. Вот у моей подруги, у знакомой, дочку маньяк убил в Москве. Вообще жестоко убивал. Вот. Ну, это к чему? Это везде люди психически там ненормальные. И как бы, если вы с ними свяжетесь в любой стране, вот у вас ждет нехорошее что-то. Но если вы будете благоразумны, общаться с нормальными людьми, все у вас будет хорошо. Рептилоид — это животный мир, да-да-да, про душу это верно сказали. Редко встретишь, чтобы красивая душа была у человека, да, да. Хорошо, буду заканчивать, дорогие подписчики.
Светлые души должны держаться вместе, потому что их меньше, но у них особенная сила. И светлые души очень любят кушать рептилоиды, потому что их этот свет привлекает очень. У них же темно внутри, и они летят на светлячков, чтобы напакостить, нагадить, поделиться с ними своими какашками. Вот. Ну вот, про это можно сделать отдельный эфир. Да, да, Хургада абсолютно безопасный город. Вы можете пойти в любое время, в любом направлении, и, ну, как бы, не переживайте ни за что. Все отлично. Безопасный, хороший город, и тут полиция на каждом шагу, и, господи, вон, в полицию позвонить можно, так что, пожалуйста. Да, все, спасибо вам тоже большое за то, что вы были моими слушателями. Но хейтеры ваши нас развеселили. Хейтеры — это дорогой ресурс, я их берегу. Ездили СМИ. Я всегда на маршрутке езжу. Ну, не всегда, не, я, ну, вру, не всегда. Но часто. Тут и Uber дешевый, и маршрутки вот на каждом шагу пикают, тут ездят. Привет рептилоидам, да. Ну, хорошо, я вас всех обнимаю. Дорогие подписчики, рада была пообщаться с вами. Всех благ и до скорых встреч. Пока.